передаю слово Мартину Kumhera. So hello. Yeah, unfortunately, I'm the guy why you have late lunch. К сожалению, выступаем прямо перед ланчем. I will show you some news about WinCC Open Architecture, so what you can expect within this year and also in the following years coming from Siemens ETM, from our WinCC OA team. То есть я расскажу вам о тех новостях, тех новинках, которые ожидают вас в этом году, а также в следующем году от компании Siemens ETM. So one thing is over the last years we changed our development process. So everything within our development is developed in Agile, and therefore also we now changed a little bit our politics for new versions. We extended the version period to 1.5 years. То есть у нас сейчас произошли достаточно интересные изменения в нашей политике разработки, и в результате мы удлинили период существования и выпуска, соответственно, новых версий с года до 1,5 лет. But in between of the versions, you will now get also, we call it feature patches. This means you will get even features within one version. Но при этом мы сохранили внутри этого периода между версиями выпуск обновлений, которые будут в себе содержать не только какие-то информационные или информационной безопасности проблемы, закрывающие новые версии, но и новые функции. То есть мы можем ожидать появления новых функций не только вместе с новыми версиями. So we are going a little bit in direction of continuous delivery. Sorry? Continuous delivery. Таким образом, у нас будет достигнута постоянная поставка нового. So this means, as we have, as before, always the current version and 2 former versions under mainline support, also the mainline support period will now extend to 4.5 years. И, соответственно, если мы имеем, как и раньше, основную версию и -2 предыдущих версии, то, соответственно, которые находятся в режиме постоянной поддержки, то, соответственно, сейчас этот режим постоянной поддержки у нас увеличился от 3 до 4,5 лет. And also one thing what you have already heard in several discussions today is security. And here one of the main topics is this new security standard IEC 62443, which will be as we see it now, it will be the upcoming standard for critical infrastructure. И, соответственно, сегодня было достаточно много выступлений и дискуссий в кулуарах касательно безопасности системы АСУТП. И мы, соответственно, следуя за этим трендом, планируем сделать фокус на внедрении нового стандарта безопасности IEC 62443, и это будет одним из направлений нашей деятельности. And as this is a very huge standard and with a lot of details in it, it will be a work for, let's say, the next years. Соответственно, сам по себе стандарт просто огромен, в нем огромное количество разделов, требований, и в связи с этим мы понимаем, что работа по внедрению этого стандарта у нас будет проходить в ближайшие, даже не в ближайшие, а займет многие годы. Okay, in general, this is a very rough overview about the standard. Вот здесь вот на слайде представлен краткий обзор всех разделов этого стандарта. And the main topic is that from the currently we have already certified our development process and our development site within ETM, within Siemens ETM in Eisenstadt.
В соответствии с этим стандартом первый шаг, который мы сделали, мы сертифицировали наши процессы разработки и нашу площадку разработки компании ETM на соответствие этому стандарту. And then the standard defines different security levels, and the security level 1 is planned on the product side for version 3.17, and the security level 2 will be planned then with following versions. Стандарт подразумевает два уровня информационной безопасности, и, соответственно, уровень безопасности SL1 планируется уже выпустить в продуктивной версии 3.17, а стандарт SL2, соответственно, планируется к выпуску на последующих версиях. But to give you a feeling, almost 30% of our development effort is running now into this new standard. То есть просто, чтобы вы понимали, насколько важна эта проблема, порядка 30% наших разработчиков в настоящий момент работают именно в направлении реализации требований данного стандарта. Okay, so what can you expect? We are somewhere here in the middle. So we have, for this year, we have already got our certificate also for BACnet. So we are now officially certified by the BACnet interest group. То есть что мы сможем получить уже в этом году? В этом году мы получим обновленную версию протокола BACnet, уже сертифицированную BACnet сообществом. То есть это уже будет версия официально стандартизованная. Then more or less for the SPS fair, or around the SPS fair, so in November, we will get the 3.15 feature patch, and also with end of 2017, we will get our OPC UA suite certified by the OPC UA organization. Соответственно, в районе SPS Drive выставки, это где-то в ноябре, мы предполагаем выпустить очередной патч с обновлениями, с новыми функциями для версии 3.15. И в районе конца года мы предполагаем полностью сертифицировать весь стек протокола OPC UA в OPC UA Foundation. And 3.16 will be delivered in April-May next year. И, соответственно, версия 3.16 будет у нас официально поставлена в апреле-мае следующего года. Okay, so what you will get next? These are the versions which are planned for the feature patch, so they will come in November. So there will be some trend enhancements, more support for gestures, and the new JavaScript widget. Соответственно, что мы получим в том самом фичи-пэтч 3.15, ожидаемо в ноябре? Касательно интерфейса пользователя, у нас появится новая версия трендов с новыми функциями, появится первый вариант поддержки жестов и новый JavaScript widget. From the business logic side, we will have, this is one topic regarding the security stuff, server-side authentication, the possibility for external authentication and security updates. Соответственно, касательно бизнес-логики, мы предполагаем внедрение авторизации на уровне сервера, для внешнюю аутентификацию и определенные апдейты с точки зрения информационной безопасности. And last but not least, from the driver side, we will finish our new S7 Plus driver. So it will be extended by the S7 alarming. And there will also be a new tier portal importer so that you can import data directly from the tier portal into WinCC Open Architecture. И в разделе драйверов последнее по списку, но отнюдь не по значению, это модернизация уже выпущенного протокола S7+.
Здесь мы доработаем S7+, вместе с сообщениями, чтобы они работали одновременно. И у нас появится Simple Importer. Это инструмент, который позволит импортировать данные максимально комфортно напрямую из TIA-портала. Okay, and then for the 3.16, we have planned that we come up with a chart evo on the user interface side. Соответственно, в версии 3.16 в секции интерфейса пользователя у нас появится новый встроенный EVO-объект chart. We will extend the trend features, so the new trend will be extended. В очередной раз добавятся новые функции в раздел трендов. And also video in our mobile clients, so this means that you have video possibility also in the ultralight client and in the mobile user interfaces. Очень интересная, давно ожидаемая функция – это поддержка видео как для ультратонкого клиента, для веб, так и для клиента на мобильных устройствах. То есть теперь видео будет полностью поддерживаться везде. And last but not least, but this is a development thing, we will upgrade our Qt version, so the version of our graphical library. Ну и достаточно важная вещь, хотя она не очень будет заметна конечному пользователю, мы перейдем на новую версию Qt, на которой разрабатывается, собственно, сам движок WinCC OA, что позволит нам получить определенные улучшения в системе. Yeah, from the business logic side, we will come up with some new licensing options for let's say, virtual environments. Соответственно, в разделе бизнес-логики у нас появятся новые опции касательно лицензирования работы в виртуальном пространстве. We will have first steps regarding this security standard. Соответственно, первые шаги мы сделаем по внедрению того самого стандарта, о котором мы только что разговаривали. We will have IoT 2040 support. This means a WinCC OA, a full WinCC OA installation running on the IoT device. And here we will see afterwards a technology preview how this might look like. Следующий очень интересный раздел – поддержка нашего нового устройства IoT 2040, специального контроллера, предназначенного для интернета вещей, для работы с MindSphere. И более того, сегодня после нашей презентации, в конце нашей презентации, мы вам покажем вживую, как работает WinCC OA, проинсталлированный на данный контроллер, который находится вот там на стендах. Yeah, and mainly on the driver side, as I have already said, is the OPC UA certification. Значит, в области драйверов, опять же, у нас OPC UA сертификация. And also there will be a lot of effort regarding security, also on driver side. Соответственно, касательно внедрения стандарта безопасности, как раз-таки он в первую очередь будет внедрен в раздел драйверов. То есть именно драйверы будут первыми переработаны, дабы соответствовать этому стандарту безопасности. So then, so this will be the features which you can expect with the 3.15 feature patch and the 3.16. And now I will switch a little bit and show you a very new technology what we are currently developing on. Соответственно, сейчас мы покажем вам то, что предполагалось выпустить в рамках feature patch для 3.15, а потом для версии 3.16. Но мы покажем вам некие промежуточные разработки, которые существуют на данный момент. Это не официальные релизы, но тем не менее дадут вам некое представление о этих возможностях. So, yeah, what is the motivation for this new product? For the upcoming Industry 4.0 IoT environment, the main topic is that you need data from your machines. Соответственно, какая мотивация имеет место быть
для внедрения нашего нового решения на базе IoT? Ну и в первую очередь, конечно, основная мотивация, что в условиях индустрии 4.0 мы должны получать данные от нашего машинного парка, от наших устройств и установок. And to discover the data, to optimize the performance, you need transparency. You need, И в первую очередь, для того, чтобы анализировать ваши данные, вам нужна прозрачность. The solution should be ready for cloud-based solutions, but also work on-premise. This means in a closed network. Соответственно, решение, которое должно быть здесь использовано, с одной стороны, оно должно быть готово для работы с облачными хранилищами, а с другой стороны, оно должно работать и по запросу в рамках закрытой сети. So this is an easy task if I buy new machines with newest technology, but if I have already installed machines, especially very old machines with maybe not really an automation system on it, it will be hard to get data from these machines. То есть все, конечно, здорово, когда мы создаем с нуля новый завод, и оборудование, которое мы на него устанавливаем, уже содержит в себе устройство для связи с сетью. Но очень часто бывает, когда у нас оборудование достаточно старое, и там, в общем-то, не то, что автоматизации нет, там и датчиков-то, может, не всегда нет, но информацию об этих устройствах также нужно получать и обрабатывать. But anyhow, for the environment of Industry 4.0, it's mandatory that I get data from these machines. Соответственно, требования подхода или концепции индустрии 4.0 однозначно настаивают на том, что мы должны получать данные с таких машин. So our main topic is how we get this data from the old machines and bring this either to MindSphere or in our on-premise cloud or our on-premise systems running in our, let's say, IT environment. Соответственно, вот здесь и возникает вопрос, а каким образом мы сможем получить данные со старых машин, чтобы потом их передать либо в MindSphere, либо передать их в некую наше собственное облачное хранение или в наши собственные IT-системы более высокого уровня. Yeah, and here the plan is, well, we are building the WinCC OA edge box. Which is based on the either nanobox or let's say it's a complete suite of solutions for different hardware, starting on the IoT over the nanobox up to the industrial PCs. И вот, соответственно, здесь возникает идея, чтобы создать единое приложение, которое при этом в зависимости от масштаба требований может работать, начиная с IoT 2040, на нанобоксах и вплоть до полноценных промышленных компьютеров, в зависимости от масштаба задач. And what's now the requirement for this edge box? So one thing is I want to have communication protocols or even interfaces to measure data from my machines. Соответственно, какие требования к такому решению могут быть предъявлены? Первое требование – это, безусловно, связь. Связь с нижним уровнем, связь с нашим оборудованием нижнего уровня, технологическим оборудованием. The second thing is I want to have a local user interface for my machine. Второе требование – мне нужны интерфейсы пользователя, дабы эти данные были видны на локальном уровне. And depending on the, let's say, on the computing power of the system I'm using, I also want to have some local business logic like data concentration, KPI calculation, and the local visualization. Ну и, соответственно, в зависимости от требований, вполне возможно, что мне на этом же уровне потребуется решить некие задачи, относящиеся к разряду бизнес-логики. Такие, например, как концентрация данных, то есть сбор и временное хранение, и, например, расчет KPI. So this was it from the functional point of view. But from the, let's say, from the environmental point of view, so where I will use this thing, I have also to take some requirements into account. Сейчас мы с вами обсудили функциональные требования, но при этом у нас еще существует ряд требований, которые накладывает на нас наша среда, наше окружение, в котором мы будем имплементировать эту систему.
So you can imagine if I have, let's say, 50 or 100 of these machines somewhere out in my plant, I don't want to go there every, let's say, 2 or 3 months to update the operating system or to update the applications running on the system. This has to be possible to do it fully automatically from one central point to distribute all of these changes. То есть можно представить, что если у нас завод состоит из, не уловил какого, но очень большого числа машин, которые снабжены, соответственно, нашим оборудованием, можно представить себе задачу, например, накатывания обновлений и вообще управления с точки зрения IT-конфигурации такими машинами. Понятно, что это нельзя делать локально для каждой машины, мы должны это делать централизованно с одного общего места. So also here you will have the possibility to have the update for the operating system of the IoT, for example, and for apps, which are more or less WinCC OA projects, can be connected or can be imported from a cloud solution. Then you have your local proxy or distribution point, and from this point it will be distributed within your company. Соответственно, здесь мы можем предложить решение, когда апдейты операционных систем или апдейты самих приложений, это, как правило, WinCC OA проекты, они хранятся в некоем облачном хранилище, и потом через некую центральную точку, там, например, некий прокси-сервер, они скачиваются из этого облачного хранилища и автоматически распределяются по всем вот этим небольшим IT-приложениям. So okay, what we will, or what we're currently working on is MindSphere, the cloud layer. On the application layer, the well-proved WinCC open architecture technology. From the operating system point of view, on the IoT, we are going in direction of Pulsar Linux, which is a well-maintained and well-tested Linux distribution. Соответственно, с каким программным обеспечением мы решаем эту задачу? На уровне облачного хранения мы работаем с MindSphere. На прикладном уровне для приложений, для бизнес-логики мы используем WinCC OA. В качестве операционной системы мы применяем Pulsar Linux. Эта система давно известна и хорошо протестирована с точки зрения использования в аналогичных ASUTP-приложениях. And the application suite is planned for starting at the IoT 2040, nanobox, microbox, up to the server level with a standard tier hardware portfolio. И, соответственно, в оборудовании, на котором может развертываться данное программное обеспечение, оно очень хорошо масштабируется, начиная с IoT 2040, дальше идут Nanobox PC, Microbox PC, и дальше мы можем уйти, продлить эту линейку до промышленных серверов высокого уровня для решения сложных задач. И все они, что самое интересное и что самое удобное, они полностью находятся в той же концепции Totally Integrated Automation, поддерживаются одним и тем же набором оборудования, программного обеспечения. Yeah, and from the Pulsar Linux side, mainly we have chosen it because it has already a secure platform for managed embedded systems. So here the software distribution part is already partly integrated in the operating system. Ну и, соответственно, Pulsar Linux была выбрана в первую очередь потому, что она уже хорошо протестирована с точки зрения информационной безопасности среди в классе встроенных систем. И что удобно, вот этот механизм дистанционного обновления, дистанционного распределения обновлений по индивидуальным устройствам уже в нее интегрирован. And last but not least, WinCC OA on top. With the platform-independent technology, the long-term availability and the scalability from the smallest systems up to the high-end servers.
Ну и, соответственно, WinCC OA на уровне прикладных приложений. Понятно, что это выбор в связи с тем, что это технология платформа независимая, долгое время, длительное время доступности для существующих версий, масштабируемость в зависимости от аппаратного обеспечения, ну и другие функции, там, например, как концепция локализации. Yeah, I think WinCC Open Architecture, you know already. So the big advantages are the object orientation, the scalability, platform independence, and the huge range of drivers what you can have with WinCC Open Architecture. Ну и, соответственно, с WinCC OA, поскольку вы с ней все хорошо знакомы, понятно, что основные ее сильные стороны — это объектная ориентированность, масштабируемость, независимость от платформы и очень большой перечень драйверов. So from the architectural point of view, what is our idea? И какие, соответственно, какую мы в качестве идеи можем предложить типовую архитектуру для такого решения? So the first step is I can take this IoT 2040 with the industrial shields and directly connect sensors on a machine where I have possibly not almost any automation there. Соответственно, первое, на что мы обращаем внимание, это контроллер IoT 2040. При этом он снабжен так называемый sensor shield. Это, по сути дела, плата, которая устанавливается в разъемы внутри этого устройства, после чего эта плата позволяет забирать данные с устройств, не снабженных системами автоматизации, то есть напрямую с датчиков. If I have already machines with a local automation, I can directly connect to the controllers. Yeah, would be the next level. So from a nanobox controller, which is now, let's say, my concentrator, my data concentrator, I can also include then, let's say, I can have connections to 7 PLCs or even to other PLCs on other machines in my line. Соответственно, для других элементов, для другого оборудования, которое снабжено своими системами автоматизации, в том числе, например, с использованием контроллеров Simatic, с них мы данные забираем уже напрямую по протоколам, соответственно, данным типам машин, и передаем их на некий средний уровень, который предполагается уже использовать более мощный компьютер, например, Simatic Nano Box, и он у нас будет являться неким концентратором данных, выполнять эти функции. And here on the top side, from the cloud communication point, we have more or less 3 topics. One topic is either you communicate on this level with MindSphere, or you communicate with your WinCC OA SCADA system on top. From the data point of view and from the let's say apps and operating system point of view, you have a connection to an app store where I can provide new functionality and the OS updates, what we have already discussed. И, соответственно, на верхнем уровне у нас может быть там 2 варианта. Либо это то самое облачное хранение, либо в качестве хранилища данных выступает система, уже построенная на более мощном приложении WinCC OA, которая выступает одновременно и как выполняет функции сбора и концентрации данных с одной стороны, а с другой стороны может выполнять функции того самого центрального устройства, которое будет заниматься раздачей обновлений на нижней уровне. Okay. Yeah, and also one of the main topics we wanted to have here not only the runtime environment, so the pure WinCC Open Architecture product. We wanted here to have already a predefined application, which gives you the possibility of very, very easy engineering of this data, which is coming from these, let's say, limited devices.
Соответственно, вот на этом уровне мы хотим не просто видеть какой-то сбор данных, но еще и мы хотим видеть определенную логику, которая бы позволяла нам вести более легкий инжиниринг для работы с теми данными, которые мы получаем вот с этих вот устройств. So one of the main requirements is that just knowledge of the automation system is required and not on the software part. Ну, естественно, если мы собираемся реализовывать логику обслуживания устройств, соответственно, знания об этих устройствах, они требуются для того, чтобы такая система заработала. Недостаточно будет просто знаний о программном обеспечении. And we will see afterwards a live demo of the IoT 2040 installation, which I have brought with me. Чуть позже мы увидим живую показ функций именно устройства 2040 с проинсталлированным проектом WinCC OA. And from the Edgebox functionality, we can, from one point of view, we can rely on the different sizes of the hardware, from the hardware functionalities. Соответственно, для вот этого нашего решения, которое мы называем Edgebox, мы предполагаем его использовать на достаточно широком спектре аппаратного обеспечения, то есть на компьютерах разной мощности. But also from the solution point of view, so that we have really an integrated system starting from the smallest device up to the high-end servers. Но с точки зрения программного обеспечения мы уже имеем готовое к интеграции решение, которое может быть применено на любом уровне, на любом оборудовании. Yeah, and when can you get it? Теперь вопрос, когда же мы это все получим? So today we are somewhere here in between. We have already, let's say, a pilot more or less up and running. Соответственно, сейчас мы где-то в середине пути. В настоящий момент мы имеем пилотное решение, которое даже уже как-то работает. And we have several apps planned, which will be delivered for the first version. И, соответственно, мы уже определили некий перечень приложений готовых, которые будут включены в поставку первой версии. Some of these are designed for the, let's say, simple engineering of the, let's say, physical sensors, S7 connections, S7 Plus connections, and OPC UA connection. Первая часть – это набор приложений, которые позволяют нам достаточно просто начать работу и получать данные от простых сенсоров, а также от устройств S7 по протоколу S7 и S7+, ну и по протоколу OPC UA с любых устройств. Then also one of the core points is a nice app for data mapping, so that I can map, let's say, sensor data to data point types. Следующее интересное такое приложение Data Mapping, которое позволяет неким автоматизированным способом связывать типы сенсоров с определенными типами точки данных, то есть производить автоматическую типизацию. And also some additional things regarding alarming and archiving and publish, subscribe functionalities. Because as you can imagine, on this very limited hardware, I can't run a full-blown historian on these machines. Ну и, соответственно, есть отдельные приложения, которые решают задачу работы с тревогами и задачи работы с архивацией, потому что понятно, что на данном устройстве эти задачи решаются весьма специфически в силу того, что все-таки устройства маленькие, и полноценную архивацию тревог и данных здесь сделать невозможно. So also with this publish subscribe app, you will have the possibility or the functionality that even if your IoT devices lose the connection to the upper layer, it will buffer the data locally, and when the
connection is re-established, it will automatically update or send that data to the upper level. Соответственно, Publish Subscribe Application отвечает за буферизацию данных в случае временного обрыва связи. То есть если связь между IoT и более высоким уровнем рвется, начинается временная буферизация данных, после восстановления связи буферизированные данные докачиваются. Yeah, and last but not least, as you see, the beta version should be released with the version 3.16. And then the fully release will then be middle of the year next year. Ну, соответственно, предполагается, что бета-версия приложения Edgebox будет выпущена одновременно с версией 3.16, а официальный релиз выйдет где-то в середине следующего года. As currently planned. Как сейчас запланировано. Okay, yeah, then let's switch. Так, ну, соответственно, сама презентация закончена. Сейчас позвольте нам постараться продемонстрировать вам работу с IoT 2040 и WinCC OA вживую. So now we connect directly to the IoT 2040 device here in the backside, hopefully. Yeah. Here you are. Okay, so this is more or less the layout of the Edgebox solution. As you see, it is already designed in this new responsive design style. Значит, сейчас мы можем видеть приложение, внешнюю часть приложения для Edgebox. Мы видим, что она в качестве дизайна сделана в таком современном уже виде. For example, we have integrated now. There is a user button on the device. When you press, you will see it will count up. But you can also have other sensors attached to the system. То есть мы здесь видим, что в верхней части индикаторы, они на самом деле отображают состояние датчиков, которые прямо сейчас интегрированы в IoT 2040 непосредственно. Это просто кнопочка и еще ряд датчиков. То есть я чуть-чуть больше расскажу. То есть на самом деле это просто небольшая платка. Причем платка в данный момент, то, что привез Мартин, little bit describe, what is it? Это просто платка, сделанная на обычной макетке, спаянная паяльником, при этом нормально, полноценно работающая. То есть плата, несколько контактов, выведенных в перпендикулярном направлении от платы в нужных местах. Она вставляется в соответствующие разъемы внутри корпуса Edgebox, и все. У нас есть определенные устройства, позволяющие работать не с информационными данными, а с физическими данными с поля. Let's continue. Okay. And as you see already, there are several widgets already predefined, and the basic idea is that there is nothing to program, it's just configuring what kind of data you want to show in which way. И, соответственно, здесь мы видим несколько виджетов, которые уже, по сути дела, подготовлены. И, в общем-то, основная идея в отношении приложения Edgebox — это минимум программирования. То есть предоставляется возможность максимально использовать именно предопределенные элементы. Yeah. And I think we can close now. I think this is the Edgebox up and running. If you like, you can have a look at it. It's a very small device here in the room. And more things
will come up. So we will have we have the plan to add also a lot of additional functionality here. Ну, соответственно, по большому счету, для сегодняшней презентации это практически все. То есть все желающие могут посмотреть на это устройство. Более того, при желании это можно к нему и подключиться, и скачать к себе вот это приложение, и его немножечко потрогать. Понятно, что функциональность здесь пока минимальная, но надеюсь, что мы увидим намного больше, когда выйдут соответствующие новые функции. Okay, thank you very much. Все, коллеги, спасибо за внимание. Вопросы? Question. Немножко не понял вопроса. То есть какая должна быть операционная система на сервере, если мы хотим внедрить? То есть, ну, грубо Что, говоря, EdgeBox или WinCC OA вообще? WinCC OA вообще. Ты даже я отвечу, не буду просить. Нет, WinCC OA поддерживает широкий спектр операционных систем. Соответственно, базовые системы для серверов это Windows и Linux. Системы для клиентов это Windows, Linux, iOS, Android. Вот, соответственно, выбор за вами. То есть у нее нет своей платформы для производительности? Ну, то есть свою операционную систему не разрабатывает? Нет, слава богу. Да. Размер Внутренней памяти имеется в виду? IoT. What is the memory size of IoT? Yeah, that's a good question. I think it's 1 gig of RAM and 4 gig of, 32 gig of SD card. Yeah, so it's a very limited device. 1 gigabyte embedded. Yes, RAM, embedded RAM and. То есть оперативки гигабайт, но весь проект и все остальное идут через SD-карту, стандартную SD-карту, которая ставится непосредственно в корпус. То есть, да. Ну, то, что это два разных, с точки зрения оплаты, это два разных субъекта, это точно. По IoT 2040, может быть, Дмитрий, сумеешь что-нибудь подсказать по стоимости? Я не готов. Точно мы сейчас вам не назовем, но то есть там условно где-то порядка $200 ориентация такая. То есть, ну, это очень грубо, то есть надо смотреть, там разные конфигурации, это тоже у него есть. Вот, ну вот примерно вот так. Martin, the question was regarding the pricing. Dmitry answered the question regarding the price of IoT by itself. What about your estimation about the pricing of EdgeBox solution? Yeah, let's say as the EdgeBox itself is in the range of let's say hundreds of euros, or let's say 100 or 200 euros, somewhere in this range. Also, the OA version on it will not be more expensive. Yeah. So it will be somewhere in the range connected to the price of the IT box. Ну, то есть, Thank you. Sorry, I don't want to give any price because we haven't decided what the price for the OA part will be. But clearly, в текущий момент нет еще окончательного решения, какая же должна быть стоимость для этого решения. the part for the license has to be in a useful relation to the price of the hardware. So. Но тем не менее понятно, что цена на программное обеспечение, она должна соотноситься с ценой на оборудование, которое Дмитрий сейчас озвучил. But I want to stress one more thing, and you mentioned that at the beginning, but this is actually the most cost-effective solution of bringing existing machines or installations into digitalization. То есть надо понимать, что вообще это решение изначально разрабатывалось как максимально эффективное с точки зрения цены решение для того, чтобы принести данные, собрать данные от простых машин
в нашу информационную систему. We have showed that concept to actually, I think it was 3 customers under non-disclosure, all 3 manufacturers of products with thousands of machines. And they said they have a lot of very old machines which are still performing well, but they haven't a single I/O which gives that into any system. So they're very excited not to throw away the machines, but still be able to go into the digitalization age. И, соответственно, пример, что вот у нас есть 3 заказчика, потенциальных заказчика, скажем так, которые говорят, да, у нас есть огромный парк старых машин, и, соответственно, которые снабжены какими-то примитивными датчиками, но не снабжены системами автоматизации. И как бы идея в том, не в том, чтобы обвязывать эти машины самостоятельными системами автоматизации, а именно передать эти данные в существующие современные высокоуровневые системы максимально эффективным путем. Last point actually, which was not dedicated mention here, is that also our partners and system integrators will be able to make applications for the solution. So what Martin showed was just a small set of application which we want to give already with the product so the customer can work immediately, but then our partners of course can produce applications which then can be distributed and downloaded to the IoT device. Thank you. Ну, спасибо. Thank you. Ну и, соответственно, последняя, но очень важная мысль, что вообще вот это решение, оно изначально предусматривалось и предусматривается не только как законченное решение, это точно так же, как и сама WinCC OA, инструмент для наших партнеров. Соответственно, пользуясь этим инструментом, вы не только можете и будете использовать те стандартные компоненты, которые вы получите вместе с покупкой, но вы имеете все возможности для того, чтобы разрабатывать собственные приложения, собственную бизнес-логику и использовать ее наравне с предустановленной. Да, конечно. Плат, по которой вы говорите, это обычные платы модуля ввода аналоговых сигналов? Там, Нет, допустим, нет, не так. Не так? Не так. А что так? Еще раз, это плата, которую вы можете вплоть до того, что разработать сами. Что это будет, я не знаю. Это может быть плата поддержки хитрого протокола. Это может быть плата, действительно, аналог платы ввода-вывода. Но это не будет стандартной платой ввода-вывода от какого-нибудь нашего контроллера. Хотя я думаю, что и такие платы тоже появятся со временем и будут поставляться как готовый продукт. Но вот в данный момент, я говорю, это просто плата, спаянная на макетке, и она работает. Просто непонятно, в чем смысл. Мы стремимся к унификации всех технических решений, допустим. Все датчики там аналоговые, дискретные, там, может быть, там 485 порт, а здесь, наверное, может быть, какие-то специфические задачи решаете. Нет, еще раз, Давайте вот посмотрим. здесь надо понять все-таки целевое назначение этого устройства, которое коллеги сейчас несколько раз озвучили. Целевое назначение этого устройства именно как Edge Box – это собирать данные с низкоуровневого оборудования, которое не снабжено системами автоматизации. И в связи с этим мы можем, конечно, взять и поставить туда полноценную систему автоматизации. Но, как вот коллега Берхнер сказал только что, это не будет эффективно с точки зрения цены. Потому что машины старые, управлять ими никто не будет. Нам просто нужно собрать данные. И вот с этой точки зрения IoT, с ценовой, с точки зрения цены, окажется наиболее эффективным решением, нежели, как вы говорите, собирать данные с помощью системы автоматизации. А унификация, она присутствует. Это тоже оборудование Siemens, видное во всех наших средах, теопортал там и так далее. Нет, понятно. Мы тоже применяем такие же системы, да, допустим, промышленный компьютер, там конфигурации ставим и от Вандервая и Historian ставим обыкновенный. И собираем с куста скважин, допустим, эту информацию передаем дальше. Просто я хотел дальше посмотреть, а с точки зрения эффективности вот дальше ценовой политики, либо там, допустим, функциональных требований, как это будет соотноситься с теми решениями, которые мы уже применяем на практике? Вот Ну, я думаю, ответом на этот вопрос будет только будущее. Ну, понятно, спасибо. Вопросы еще?
точно. И так, и так. Оба варианта возможны. Эта плата, которую там они спалили, она собирает какие-то дискретные там с кнопочек. Ну, там просто встроенные кнопочки. И передает в IoT-2040 уже по интерфейсу. Нет, она передает по внутренней шине, потому что она прямо электрически установлена на плату IoT-2040. То есть там есть некая внутренняя шина, и, соответственно, мы ставим эту плату, если эта плата сделана правильно, в соответствии с требованиями IoT-2040, она садится на внутреннюю шину точно так же, как ты берешь новый модуль контроллера, ставишь его рядом с ЦПУ, он садится на внутреннюю шину. Эта шина доступна для разработчиков там открытых каких-то? Хороший вопрос. The question is, will the information about internal protocol and internal requirements regarding shield, sensor shield, will this information be available for all developers? Is it will be possible in the future to develop their own sensor shields? Yes, yes, for sure. Yeah, this is available. Да, то есть информация будет доступна, вы сможете разрабатывать аналогичные платы самостоятельно. Ну что ж, коллеги, спасибо за внимание.